Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Ставьте свои лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам отдельный привет, слова благодарности. Много разных стран, много разных городов. Спасибо, спасибо вам огромное, очень приятно. Я сегодня к вам не с новым узорчиком. Узорчик этот уже ходит давно, все уже, возможно, про него знают, но я решилась, так скажем, его связать, потому что хотела связать его, не знала, какую цветовую гамму взять. Ну, а тут, естественно, что называется, погодка нашептала. Зима. Взяла вот такие вот оттеночки. Решила по ходу, так скажем, процесса буду смешивать, смотря что получится. Итак, сегодня будет бабушкин квадрат, но интересный бабушкин квадрат, такой мозаичный. И мы будем с вами сочетать разные цвета. Естественно, вы можете брать любую пряжу, какую захотите, какая у вас есть, остаточки, не остаточки. То есть не принципиально. Я единственное покажу новичкам, каких ниточек я буду вязать, да. Это все одни и те же ниточки, называется не Yarn Art Baby, это 100% акрил. Это уже перемотанные, да, остаточки. Моточки у меня, получается, небольшие были, 50 грамм, 150 метров. Если будете брать акрил в 100 граммах, 300 метров, ну, то же самое толщина, да. Смотрите, крючок нам рекомендуют, берите, говорят, 3,5 миллиметра. Вот, мы возьмем 3,5 миллиметра. И давайте начнем с беленького, да. Ну, как бы сердцевинка у нас будет беленькая. А дальше будет расти узорчик. И мы с вами посмотрим, какой цвет будем добавлять дальше. Договорились? Итак, начало интересное. Смотрите. Обматываем вот так вот пальчик. Так. Ныряем вот так вот, таким вот образом, в как бы колечко наше. Вытягиваем ниточку. И отпускаем колечко. Теперь будем работать с колечком. Держим его. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Накид. И сюда же в колечко ныряем. И вытягиваем ниточку. Провязываем еще 2 столбика с накидом. 1. И сюда же нырнули. 2. Понятно, да? 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять сюда же ныряем. И опять провязываем 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Ниточку вот эту немножечко подтянем. Она нам очень нужна. Она волшебная ниточка. И опять ныряем в колечко и провязываем точно так же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И последняя, так скажем, партия наших столбиков. Опять ныряем в колечко и провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь сделаем одну воздушную петельку. И смотрите, присоединяемся. Вот, получается, 3 петельки подъема у нас самые первые были. К 3 петельке присоединяемся и провязываем столбик с накидом. Вот таким вот образом. 1, 1. И мы с вами, получается, видите, зрительно оказались в центре вот этой вот арочки нашего угла. Вот наш квадратик. Сердцевинку сейчас мы подтянем, чтобы у нас сердцевинка была очень красивая. Для этого берем нашу вот эту вот волшебную ниточку и максимально ее тянем вот так вот. Затягиваем. Видите? Сердцевинка наша затянулась. Все. В дальнейшем мы просто ее спрячем вот в эти вот столбики. Идем дальше. Этой же ниточкой делаем 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Ныряем в арочку, провязываем еще 2 столбика с накидом. 1 и сюда же 2. Получилось 3 столбика с накидом. Воздушная петелька. Пропускаем все наши 3 столбика ниже стоящего ряда. 1, 2, 3. И сразу же переключаемся вот на эту арочку, в этот уголок. И формируем сразу же уголок. Итак, нырнули в арочку, провязали 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушные 3 петельки. 1, 2, 3. И у нас как бы вязание поворачивается, да? Сюда же в эту же арочку ныряем и опять провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот. У нас сформировался угол. Поняли, да? Вот наш такой вот как бы угол будет дальше расти, расти, расти. И самое интересное, что вот
на углу все время мы будем провязывать 3 столбика, 3 воздушные петельки, 3 столбика. В следующем ряду, опять же, в эту арочку 3 столбика, 3 воздушные петельки, 3 столбика. Понятно? То есть углы всегда будут повторяться. Идем дальше. Опять делаем воздушную петельку и переключаемся на следующую арочку. Формируем следующий угол. Договорились, да? Угол — это 3 столбика с накидом. Раз, два, три. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Получается, здесь между вот этими углами, да, получается, над вот этими 3 столбиками, 1 воздушная петелька. И опять формируем уголочек. Те же самые 3 столбика с накидом, 3 воздушные петельки, 3 столбика с накидом. Давайте вот здесь вот до конца самостоятельно. Здесь я вас встречаю. Договорились? Так, смотрите, вот провязали практически до конца. И здесь, получается, я хочу переключиться на новую ниточку. Поэтому я провязываю 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И присоединяюсь вот к 3 петелькам подъема, которые у меня были. И вот так вот соединительной петелькой. Раз. И присоединяюсь. Все, ниточку я тут должна буду отрезать, потому что я, в принципе, не планирую ей здесь, ну, уже как бы вязать. Далее, конечно, мы эту ниточку потом запрячем обязательно красиво, аккуратно. А сюда мы будем, получается, присоединять новый цвет. Смотрите, где вам удобно, да, там и присоединяетесь. Можете здесь же, можете чуть подальше. Вот давайте, ну, как бы на следующем, как бы, арочке, да, присоединимся. Итак, нам необходимо будет присоединиться к средней петельке. Таким вот образом. Раз. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Берем с собой ниточку, да, будем ее ввязывать. И сюда же в арочку провязываем еще 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. Видите, ниточка у меня с собой. Я ее ввязываю. 2 столбика с накидом. Далее смотрите. Мы, получается, как в предыдущем ряду, да, точно так же между вот этими 3 столбиками провязывали 1 воздушную петельку. Поэтому между 3 вот этими столбиками мы тоже провязываем 1 воздушную петельку, так, и перепрыгиваем вот в эту арочку, где была 1 воздушная петелька. Перепрыгиваем в эту арочку и провязываем просто столбик с накидом. Есть. Далее смотрите, делаем 2 накида, и теперь наша задача провязать столбик с 2 накидами. Смотрите, мы опускаемся вот этот вот ряд, да, мы опускаемся еще на ряд ниже. Вот именно за центральный столбик, понятно? Раз, два, три, мы беремся за второй. Оп, смотрите как. Получается, столбик у нас перед крючком. Мы вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И у нас получается рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Понятно? Далее продолжаем. Накид. И вот в эту же арочку из 1 воздушной петельки возвращаемся и провязываем столбик с накидом. То есть по итогу мы получили те же самые 3 столбика, просто центральный у нас будет более вытянутый. Угу. Опять воздушная петелька, переходим на угол. На углу мы помним всегда 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Всегда 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять сюда же повернулись и сюда в эту же арочку провязали всегда 3 столбика с накидом. То есть несложно. Вспоминаем опять. Там, где у нас столбики, да, столбики, мы там провязываем воздушную петельку. А там, где у нас арочка, мы ныряем в арочку и провязываем 3 столбика. Но смотрите, опять обычный столбик с накидом. Дальше 2 накида и пускаемся вниз. Вот к этому столбику, к центральному. Понятно? Захватываем вот так, что у нас получается столбик перед крючком. И провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. То есть у нас будет такой удлиненный столбик. И третий столбик опять в эту же арочку и провязываем обычный столбик с накидом. Дальше у нас опять идут 3 столбика, значит 1 воздушная петелька. Дальше угловая арочка, значит мы здесь делаем угол. Вы уже помните, да? 3 столбика, 3 воздушные петельки, 3 столбика. Все, давайте угол, эту сторону, угол, эту сторону. Здесь я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такая первоначальная красота получается. Сильно столбики, да, не провязывайте туго, то есть свободненько, пусть они будут высокими, чтобы у нас не зажулькался наш квадратик. Итак, смотрите, здесь я предлагаю сделать точно так же, как мы делали в первом ряду в белом. Почему? Потому что так, наверное, будет, ну, поаккуратнее. 1 воздушная петелька, накид, и мы опять присоединяемся к 3 петелькам подъема. Вот к 3-й петельке присоединяемся
и провязываем столбик с накидом. И мы как бы оказываемся в середине нашей арочки. Понятно? Потому что я предлагаю второй ряд точно так же провязать этим же цветом, чтобы у нас не сильно пестро было. Угу. Итак, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять сюда же нырнули и провязываем 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом и сюда же 2 столбика с накидом. Вспоминаем. Опять между столбиками у нас получается есть 1 воздушная петелька. Далее, вот у нас идут 3 столбика и 3 столбика. Итак, в первую арочку над столбиками ныряем, провязываем столбик с накидом. 1. Далее мы должны опуститься вот сюда. То есть вот первый ряд, вот второй ряд. Поняли, да? Вот ко второму ряду опускаемся. 2 накида, средний столбик захватываем. Столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. И опять в арочку ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Все, видите как? Воздушная петелька. И опять следующая арочка наша. Столбик с накидом. 2 накида. В центральный столбик ныряем и провязываем столбик с 2 накидами, рельефный и лицевой. Опять в арочку, опять столбик. То есть, видите, у нас принцип 3 столбиков сохраняется. Идем дальше. Опять 1 воздушная петелька и наш любимый уголок. В уголке 3 столбика с накидом, 3 воздушные петельки, 3 столбика с накидом. Не сложно? Вообще, мне кажется, не сложно, да? Зато как бы как обычный квадрат бабушкин, но с изюминкой. Придумают же люди, да? 1, 2, 3. Понятно, да? Все, видите, мы повернулись. Опять воздушная петелька и опять наша арочка. В арочку 3 столбика. 1 столбик. Получается, опускаемся на ряд ниже. 2 столбик. И возвращаемся в арочку 3 столбик. Принцип понятен? Угу. Все, давайте до конца стороны провяжите целую сторону, а здесь я вас уже встречаю. Угу. И мы переключимся на новую ниточку. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот получается, провязали практически до конца, и в этом ряду я опять как бы рекомендую закончить именно 3 петельки воздушные и присоединяемся к 3 петелькам подъема. Все, соединительной петелькой. И отрезаем ниточку, потому что она нам уже не пригодится. Мы будем переключаться на новую ниточку. Конечно, если вы вяжете, например, 2 цветами, да, и вы знаете, что у вас будет так вот меняться, ну, опять же, 2 ряда будет тянуться ниточка, наверное, не очень хорошо. Ну, а потом здесь будем красиво прятать. Предлагаю следующий вот такой взять, синенький. На камеру, конечно, передается темно-синий, а так он васильковый. Ну, как есть. Итак, опять присоединяемся вот к центральной, получается, воздушной петельке. Хотя, наверное, вы можете присоединяться, как вам удобно, где вы захотите, да. То есть вы же принцип уже поняли. 3 петельки подъема и тяну с собой эту ниточку. Опять провязываю в арочку, получается, 2, русский язык, 2 столбика с накидом. Опять воздушная петелька. И помните, да, опять пропускаем наши 3 столбика и переключаемся на арочку. В арочку столбик с накидом. Далее 2 накида. Теперь опускаемся, вот видите, не запутаться, правильно же, не запутаться. Вот получается 1 ряд ко второму ряду. И захватываем наш столбик. Центральный рельефный лицевой столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. И опять в арочку вернулись, столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять перепрыгнули в следующую арочку. Принцип понятен? Все. Опять точно так же провязываете здесь. Ага, покажу вам. Смотрите, здесь. Смотрите, 2 накида. Помните, у нас здесь столбик же, да, вытянутый. Уже есть рельефный лицевой с 2 накидами. Вот мы опять же за него беремся. То есть все то же самое. И провязываем столбик с 2 накидами. И опять в арочку столбик с 1 накидом. Воздушная петелька и перепрыгиваем в следующую арочку. Поняли, да? То есть даже там, где у вас будет рельефный столбик, вы тоже продолжаете вязать рельефным столбиком. Ну, надеюсь, получится красиво. Итак, дошли до угла, сделали уголочек. Опять прошлись здесь по стороне, здесь. И второй ряд, чтобы не сильно пестро было. Опять прошлись. И можно переключаться на следующую ниточку. Ну, принцип понятен. Давайте я увеличу образец в несколько рядочков и покажу, что получилось. Получится очень красиво. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала еще несколько рядочков.
И все. Решила как бы не буду добавлять фиолетовые. Не в тему они здесь будут, да? Вот. И остановимся, получается, на беленьком, таком голубеньком, синеньком. И даже темно-синий не стала добавлять, потому что пусть останется вот такие вот нежные, похожие на снежиночки, да? То есть вот такая вот картинка. Дальше можно что делать? Дальше можно опять повторять. Опять голубенький, синенький, беленький, голубенький, синенький, беленький. Вы можете брать любые цвета. Желтенький, зелененький, там, например, там оранжевенький и так далее, беленький и тому подобное. Принцип понятен, да? Смотрите, какой универсальный узорчик. Он получается для подушечки, например, наволочка, да, для пледика, оригинально. Например, это будет коврик, если это будет полиэфирный, полипропиленовый шнур, тоже шикарно, особенно вот такой вот рельеф, классно будет, да. Смотрите, изнаночка, вот такая вот изнаночка. Она выглядит как обычный, да, бабушкин квадрат. А получается лицевая сторона вот с такими интересными, как бы, как назовем их, стрелочками, да. Мне кажется, на снежинки похоже. Вот как раз зимняя тематика, согласитесь, да? Вот, и ниточки, получается, пошли в ход. Все в хозяйстве пригодится. Итак, в моем случае это, конечно, акрил. Конечно, это мягенько, это очень приятно. В вашем случае это может быть любая ниточка. Вы можете даже данный узорчик использовать для летнего топика. Да? Например, это будет хлопочек, либо микрофибра. Вы можете данный узорчик использовать, делать маленькие квадратики, небольшие, да? Либо наоборот у вас будет расти больше, 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 больше. То есть это как раз, например, плед. Либо могут быть средние квадраты. То есть на ваше усмотрение. То есть разнообразие большое. Я надеюсь, я не последняя, кто связала, да, данный узорчик, данный мотивчик. Надеюсь, еще есть ребята и девчата, которые еще не вязали. Так что вяжите с удовольствием. Я надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Подписывайтесь на канал, потому что впереди много нового и интересного будет. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда новинки появятся на канале. Под видео справа внизу находится стрелочка «Поделиться». Делитесь со своими друзьями и подружками. Заранее спасибо большое. Спасибо, что смотрели видео до конца. Я данный мотивчик отправлю в плейлист «Квадратные мотивы». Заходите, смотрите другие квадратные мотивчики. Тоже заранее вам спасибо. И до новых видео. Всем пока-пока.